в американской бульварной литературе 20-30-х годов прошлого века происходили прямо-таки знаковые вещи. Эти вещи определили вообще весь облик жанра фантастики на десятилетия вперед. Наверное, одним из самых главных журналов, посвященных страшной и странной литературе того времени, был журнал Weird Tales. И в Weird Tales было много знаковых писателей, которые часто сотрудничали с этим журналом. Но помним мы этот журнал за основную большую тройку. Говард Филлипс Лавкрафт сделал новый шаг в развитии страшного жанра, создав то, что впоследствии назовут мифами Ктулху. Роберт Говард придумал целое новое направление в жанре фэнтези, поджанр меча и магии. Но и о Говарде Филлипсе Лавкрафте и о Роберте Говарде на этом канале мы уже говорили, и у меня были большие-большие гиды, посвященные этим писателям. Всем привет, меня зовут Екатерина, вы смотрите канал Книжный склеп, и сегодня я хочу поговорить о третьем знаковом писателе Weird Tales, о Кларке Эштоне Смите. Вообще влияние Кларка Эштона Смита на фантастическую литературу в целом определить вот такими вот широкими мазками немного сложновато. Но все-таки нельзя отрицать, что это влияние было. В конце концов, многие писатели напрямую называют Кларка Эштона Смита своим учителем. С другой же стороны, Кларк Эштон Смит не создал какого-то нового поджанра фэнтези, например, и у него нет такой толпы последователей, как у того же Говарда или у того же Лавкрафта. Некоторые исследователи говорят, что это произошло потому, что стиль Смита уникален и его очень сложно имитировать. Для него была характерна такая большая образность, много непонятных слов, и не каждый может такое вот вывести. Но, как мне кажется, тем интереснее обратиться к творчеству Смита и узнать, чем же настолько уникальны были его произведения. Но прежде чем мы перейдем к конкретным произведениям, я бы хотела дать вам такой краткий гид, простые ориентиры, как лучше знакомиться с творчеством Смита. Мне кажется, что лучше всего начинать с рассказов, которые входят в циклы. Причем не так важно, какой цикл вы выберете и какой рассказ в цикле. Здесь нет какой-то четкой хронологии, которой стоит придерживаться. Если же выбирать из жанров, то я бы советовала вам начинать с фэнтезийных рассказов, просто потому что в них наиболее полно раскрылся весь спектр возможностей Кларка Эштона Смита. А если говорить, например, об ужасах или о научной фантастике, то они как будто бы более конвенциональны, и в них нет зачастую того, за что мы до сих пор любим и помним Кларка Эштона Смита. Отдельно мне бы хотелось упомянуть восточные рассказы. С одной стороны, они могут быть очень привлекательны, потому что они, во-первых, короткие, во-вторых, до некоторой степени вдохновлены сказками «Тысячи и одной ночи», но все-таки стоит помнить, что это рассказы, зачастую написанные Кларком Эштоном Смитом в юношеском возрасте, и поэтому у них есть все плюсы и минусы юношеских рассказов. С одной стороны, они, конечно, будут интересны исследователям творчества Смита, чтобы понять то, с чего начинал писатель. С другой же стороны, это, конечно, такие довольно-таки простенькие и, опять же, конвенциональные произведения, которые могут отбить охоту знакомства с более сложными произведениями у рядового читателя, который только-только узнает Смита. Поэтому мне кажется, что все-таки начинать с восточных рассказов не стоит. Для сегодняшнего гида я разделила все творчество Кларка Эштона Смита на жанры. На поэзию, фэнтези, фантастику, ужасы и реализм. Но, как всегда, мое деление просто супер условно. Оно сделано скорее для удобства навигации по творчеству, чем какая-то строгая научная классификация. В конце концов, в очень многих рассказах мы можем найти отголоски сразу нескольких жанров, и поделить их ровно и четко по одной линии несколько сложно. Также, помимо деления на жанры, можно было бы выделить сколь угодно другое деление. Так, например, можно было бы выделить рассказы, входящие в мифы Ктулху, рассказы, которые посвящены страшным растениям или путешествиям во времени, или, например, любви, будь то эротической или более нежной, рассказы, сочащиеся ядовитой сатирой, или рассказы, в которых образность превышает действие и сюжет, но все-таки мне показалось, было бы неправильным делить все рассказы на эти категории, тем более, что их можно было бы выделить еще и еще. Но все-таки на своей схеме я отметила рассказы, посвященные этим темам, специальными условными значками. Кстати, эту схему вы можете скачать и пользоваться ею. Ссылка будет доступна в первом закрепленном комментарии, а также в описании к этому видео. Скачивайте и пользуйтесь на здоровье.
Несмотря на то, что сейчас мы помним и любим Кларка Эштона Смита за его прозаические произведения, он сам в первую очередь считал себя поэтом и обратился к прозе только под давлением жизненных обстоятельств, о чем я, в общем-то, наверняка рассказывала в биографическом ролике. На его поэзию оказали влияние два человека. Во-первых, это, конечно же, Эдгар Аллан По, а во-вторых, Джордж Стерлинг. Сейчас имя Джорджа Стерлинга практически всем из нас наверняка говорит мало. Но вообще-то в 20-30-е годы 20 века он был самой знаковой поэтической фигурой в Калифорнии. Поэтому неудивительно, что у Смита, который тоже жил в Калифорнии, нашлись общие знакомые со Стерлингом, которые познакомили двух поэтов. Стерлинг, надо сказать, стал очень значимой фигурой в жизни Кларка Эштона Смита. Он не только помогал ему непосредственно с поэзией, но и с публикацией этой поэзии. Так, первый сборник никому неизвестного молодого поэта был издан через посредничество Джорджа Стерлинга, и, надо сказать, был принят довольно-таки тепло для сборника никому неизвестного поэта. Но выходил он, конечно, ограниченным тиражом и фактически за пределами Калифорнии распространялся мало, поэтому какой-то большой славы Кларк Эштон Смит так и не получил. Также нужно помнить, что 20-е и 30-е годы прошлого века были становлением модернистской поэзии. Она уже обращалась к проблемам современности и была написана таким рваным стилем, совершенно не ориентированным на рифму и на какую-то большую образность. Поэтому вот такая вот довольно-таки классическая поэзия Кларка Эштона Смита, конечно же, уже была совершеннейшим анахронизмом. Так что Кларку Эштону Смиту стать большим поэтом, к сожалению, так и не удалось. Мне бы хотелось как-то подробно рассказать вам о поэзии Смита, но на самом деле я и поэзия, мы как будто бы вообще с разных планет, и я чувствую себя совершенно некомпетентной в этом деле. Разве что я могу сказать, что, конечно, поэзия Смита была суперобразной, и очень многие ее образы впоследствии перекочевали в прозаические произведения Смита. Также, конечно, много поэзии Смит посвящал любви, и часто эти любовные темы опять же пересекались с фэнтезийными образами. По-моему, в биографическом ролике я также упоминала, что Кларк Эштон Смит сам выучил французский и испанский языки, и, конечно же, переводил поэзию других поэтов с этих языков. Так, например, он переводил с французского «Цветы зла» Шарля Бодлера, и в том числе сам пытался писать на этих языках. Особенно мне понравились его попытки писать хайку. Но если вы меня спросите: «Катя, а какое одно произведение в поэтической форме Кларка Эштона Смита стоит прочитать?», я бы вам определенно посоветовала поэму «Гашишиет» или «Апокалипсис зла». Если говорить о сюжете этой поэмы, то она мне очень сильно напоминала, например, сомнамбулический поиск неведомого Кадата Говарда Филлипса Лавкрафта. Здесь тоже, не совсем сновидец, а наркоман, но, в общем-то, в данном случае это не важно. В общем-то, сновидец путешествует по самым разным мирам и видит самые разные образы. Сами по себе эти образы очень притягательные и привлекательные, но особенно важно то, что очень многие эти образы впоследствии трансформировались и наиболее полно и наиболее ярко отразились уже в прозаических рассказах Кларка Эштона Смита, поэтому значение поэмы «Гашишиет» никак нельзя переоценить. На первых порах рассказы Смита, конечно, больше походили на поэзию в прозе. И они имели такой несколько образный и притчевый характер. И тут можно вспомнить, например, Садастер или Ужасы Йонда. И даже Джордж Стерлинг, который вообще-то в целом считал, что написание поэзии убивает в поэте поэта, принимал первые рассказы Смита как вполне себе достойные произведения. Этого нельзя сказать о редакторах журналов, которые принимали рассказы Смита с очень большой опаской, не очень понимая, как на них отреагируют читатели. Но вообще, даже когда Кларк Эштон Смит стал уже зарекомендовавшим себя поэтом, рассказы его все равно принимали с опаской, к чему мы впоследствии еще вернемся. А пока давайте остановимся на фэнтезийных рассказах Смита. Я бы советовала начинать вам читать фэнтези с рассказов, которые входят в циклы. Конечно, в этих циклах есть хронология между циклами и хронология внутри циклов, но опираться на нее, в принципе, совершенно не обязательно. Я в своем рассказе, конечно, постараюсь придерживаться этой хронологии, но, опять же, скажу, что это до некоторой степени условности, просто удобство выстраивания этого выпуска. Также, если мы говорим о циклах Кларка Эштона Смита, то они разительно отличаются от циклов, например, того же Роберта Говарда. Если Роберт Говард объединял свои циклы какими-то персонажами, то вот у Смита очень редким персонажам посвящено больше пары рассказов. Чаще всего циклы в творчестве Смита выделяются на основе места действия.
Я бы советовала вам начинать с циклов «Зотик», «Аверуань» либо «Гиперборея». У каждого из них есть свои особенности, о которых мы сейчас подробнее и поговорим. Начать мне бы хотелось с гиперборейского цикла. Гиперборея – это легендарная страна из древнегреческой мифологии. Оттуда она перекочевала в Теософию Блаватской, из Блаватской уже к Кларку Эштону Смиту. Вообще Гиперборея находится где-то на севере. Например, в рассказе Уба Саттла Кларк Эштон Смит напрямую ассоциирует ее с Гренландией. Действие здесь разворачивается в далеком-далеком прошлом, возможно, даже в Железном веке. На Гиперборею наступает ледник, а вместе с этим ледником приходят какие-то страшные космические ужасы. Гиперборея – это мир удалых воров, незадачливых охотников и тщеславных палачей. Мир Гипербореи полон забытыми богами и страшными чудовищами. Вообще-то, внутри цикла Гипербореи, наверное, наиболее просто выделить какую-то внутреннюю хронологию по сравнению с другими циклами Кларка Эштона Смита. В рассказах, конечно, зачастую нет какого-то определенного указания на время действия, но все-таки какие-то ключевые события мы можем проследить. Когда-то Гиперборея была континентом, покрытым джунглями, но на них наступает все дальше и дальше на юг ледник, и вместе с этим ледником приходят страшные ужасы. Так, например, когда-то жителям Гипербореи пришлось перенести столицу из города Камориума в город Узулдару. И о причинах этого подробно вы можете прочитать в суперочаровательном рассказе «Свидетельство Атамауса». Мир Гипербореи – это мир полный опасностей и приключений. Мне кажется, Гиперборея не настолько странна, насколько Зотик, но, с другой стороны, не настолько привычна, насколько, например, Аверуань. И гиперборейский цикл может быть таким хорошим компромиссным началом, когда вроде бы хочется чего-то странненького, но не слишком странненького. Также очарование гиперборейскому циклу добавляет то, что он пересекается с мифами Ктулху. Например, в рассказе «Дверь на Сатурн» мы можем узнать о очень незавидной судьбе волшебника Эйбона, о книге которого все мы слышали. Также очень многие рассказы гиперборейского цикла прямо-таки сочатся такой хорошей ядовитой сатирой. Один из моих любимых сатирических рассказов – это «Семь испытаний», в котором различные чудовища говорят буквально как джентльмены за 5-часовым чаем. Но, к сожалению, ни удалой рассказ Стампы Зейроса, ни эпичное пришествие белого червя не помогли гиперборейскому циклу завоевать большую любовь читателей. И в 1933 году Кларк Эштон Смит решил отказаться от этого цикла в пользу Зотика. Цикл Посейдонис посвящен еще одному легендарному континенту, потерянному для современности – Атлантиде. У Платона, например, Посейдонис – это столица Великой Атлантиды. Оттуда это понятие, конечно же, перекочевало в Теософию, и из Теософии Блаватской, опять же, Кларку Эштону Смиту. Но, надо сказать, Кларка Эштона Смита не очень-то заинтересовали все эти духовные искания Блаватской, и он взял оттуда только сеттинг, да и тот, надо сказать, довольно сильно переделал. У Кларка Эштона Смита Посейдонис – это осколок уже затонувшей Атлантиды. И, в общем-то, многие рассказы как раз-таки и посвящены гибели континента. Например, в рассказе «Полет к Сфанумое» двое братьев пытаются избегнуть незавидной участи своего родного дома и отправляются в полет к далекой-далекой звезде. А вот в рассказе «Вино из Атлантиды» уже современные нам с вами жители с помощью вот этого самого вина переносятся в далекое-далекое прошлое и становятся свидетелями гибели Атлантиды. Но лично мне кажется, что самые удачные рассказы в этом цикле напрямую не затрагивают гибель континента, а посвящены грозе всей Атлантиды великому волшебнику Малигрису. Малигрис супер всемогущ, и из-за этого и проистекают различные неприятные истории с ним связанные. Также многие читатели любят рассказ «Двойная тень», посвященный ученику Малигриса, но лично я не нашла в нем для себя чего-то интересного, но может быть у вас будет другое мнение. Гипотетический южный континент Лемурия – это уже гораздо более новая идея, берущая начало в XIX веке. Но и она оказалась затянута в Теософию Блаватской, оттуда перешла к Кларку Эштону Смиту, и, в общем-то, вы уже знаете эту историю. Но у Кларка Эштона Смита это довольно-таки малый цикл. В него входит всего 2 рассказа и 2 стихотворения. Причем рассказы, как мне кажется, довольно-таки вторичны по отношению к тому же «Вину из Атлантиды». Здесь тоже современные жители каким-то колдовством переносятся в момент гибели Лемурии. Так что, мне кажется, эти рассказы хоть и неплохие, но далеко не первоочередные.
Аверуанский цикл, пожалуй, самый привычный и самый доступный из всех циклов Кларка Эштона Смита. Если вы, как и я, боитесь, что Кларк Эштон Смит будет каким-то слишком неземным и слишком странным, тогда вам сюда. Здесь нас ждут вполне привычные вампиры, горгулии, оборотни, сатиры и кто только не. Они все совершенно очаровательны, и с каждым из них абсолютно не хотелось бы встретиться на темной дороге. Аверуань – это вымышленная провинция средневековой Франции. Здесь есть аббатство, руины, лес, но больше всего Аверуань славится тем, что это самый густонаселенный ведьмами регион. Действие здесь растянулось на целых 300 лет, но далеко не во всех рассказах есть указания конкретного года, так что выстраивать их в какую-то хронологию – это на самом деле гиблое дело. Можно выбрать абсолютно любой рассказ. Я, конечно, попыталась в своей схеме выстроить эти рассказы от лучшего к худшему, но чтобы вы понимали, некоторые рассказы я буквально переставляла с первого места на последнее и назад. Настолько хороши все произведения этого цикла. Но все-таки я выделила один рассказ «Создатель горгулей». Это история о неразделенной любви, о нереализованных амбициях, о подавленных желаниях, о том, как все вот эти вот нехорошие вещи нашли свое отражение в горгульях. Но я признаю, что, возможно, во мне говорит просто моя любовь к горгульям в целом. Также, говоря об аверуанском цикле, нужно, конечно же, отметить, что здесь очень много рассказов и имеют такой неслабый налет эротики, иногда даже более пикантный, чем самые пикантные рассказы того же Роберта Говарда. Фрэнсворт Райт, конечно же, скрипя сердце и скрежеща зубами, принял практически все рассказы этого цикла для своих Weird Tales. Ну вот, например, «Повелительница Джаб» подверглась просто нещадным изменениям. Фрэнсворт Райт постоянно требовал от Смита каких-то доработок, переписок, сокращений, чтобы, наконец, «Повелительница Жаб» пришла в тот вид, который не стыдно было бы показать приличной публике. Но вот бесстыдную измену в рассказе «Сатир» даже Фрэнсворт Райт не смог таки стерпеть, и пришлось публиковать этот рассказ в настоящем профильном пикантном журнале The Paris Stories. А теперь давайте заглянем в далекое-далекое будущее. К сожалению, здесь нет места технологиям и прогрессу. Солнце умирает, а вместе с Солнцем умирает и Земля. На Земле остался один последний населенный континент под названием Зотик. На Зотике правят некроманты и самая неприглядная магия. Здесь полно пыток и убийств. Все просто кишит смертью. Рассказы этого цикла настолько мрачны, что их уже почти можно было бы отнести скорее к ужасам, чем к фэнтези. Но все-таки даже здесь есть место любви и эротики. Лин Картер, когда объединял рассказы этого цикла в свой сборник, выделил внутреннюю хронологию, но она на самом деле довольно спорна, и на нее мы ориентироваться не будем. Часто советуют читать рассказы этого цикла в хронологическом порядке их выхода, но его вы можете найти с легкостью самостоятельно. Я же расположила эти рассказы от лучшего, как мне кажется, к худшему. Но на самом деле здесь все ровно так же, как с Аверуанью. Мне буквально приходилось переставлять эти рассказы с последнего места на первое, и очень сложно выделить какой-то один самый лучший. Но все-таки я бы советовала вам начать с рассказа «Империя некромантов», ну хотя бы потому, что он как раз-таки был хронологически первым и задает тон всему этому циклу. Это история о немертвых и о том, что даже когда ты уже не мертвый, все-таки не стоит терять надежду, и даже среди немертвых есть место подвигу. Кроме того, мне бы хотелось отметить рассказ «Бог из храма смерти». Этот рассказ буквально напоминал мне игру Planescape Torment, и я каждый раз отдергивала себя, чтобы не бросить все и не уйти играть в эту игру, вместо того, чтобы дочитывать все рассказы Кларка Эштона Смита. Также я не могу не отметить некоторые переклички Зотика с другими циклами Кларка Эштона Смита. Например, рассказ «Путешествие короля Эворана». С одной стороны, здесь мы можем найти отголоски восточных рассказов Смита, потому что «Путешествие короля Эворана» один в один написано в стиле Ватека Уильяма Бэкфорда. С другой стороны, этот рассказ – это такая общая точка с Гипербореей, потому что «Путешествие короля Эворана» тоже буквально сочится ядовитой сатирой. Есть у Зотика и пересечения с Аверуанью. Например, рассказ Чары Улуа, подобно «Повелительнице Жаб», Смиту пришлось переписать множество раз, прежде чем редактора приняли его достаточно приличным для публикации в своих изданиях. Кроме того, не стоит обходить вниманием и стихотворную пьесу «Мертвец наставит вам рога», сюжет которой, в общем-то, и описан в ее заглавии. Еще один мир, созданный Кларком Эштоном Смитом, это Ксиккарф.
Время и место действия здесь определить еще сложнее. То ли это какое-то параллельное измерение, то ли другая планета. Но важно то, что этот мир совершенно не похож на наш. Здесь есть какие-то странные женщины, цветы, растения, вампиры, есть какие-то странные летающие твари. Но самое важное то, что этим миром правит Малдвеб. То ли всемогущий волшебник, то ли слишком продвинутый ученый, поди разбери. Но Малдвеб как раз-таки страдает от вот этой своей всемогущести и вседозволенности. Он пытается себя развлечь всеми возможными способами. То оставит в живых людей, которые пришли его убить, то решится собственноручно спасти вот этих женщин-цветов от летающих тварей, но с одним условием – ограничив свои собственные способности. Мне кажется, Малдвеб, ровно как и Малигрис, очень многообещающая фигура. Но, к сожалению, цикл Ксикарф Кларк Эштон Смит начал уже на закате своей активной прозаической творческой деятельности. Поэтому как будто бы и Ксикарф, и Малдвеб так и остались немножко недораскрытыми. Внецикловые рассказы Кларка Эштона Смита, как мне кажется, значительно уступают рассказам, которые входят в циклы. Чаще всего это такие очень образные, практически притчевые рассказы. Например, «Ночь в Молнианте», «Садастер» или «Цветочный демон» или «Явление смерти», о котором я вам уже рассказывала. Из всех этих внецикловых рассказов мне хочется выделить особо один – «Пир Горгоны». Мне кажется, универсально считается, что это самый худший рассказ Кларка Эштона Смита, и у этого есть некоторые основания. Он такой немного странной рваной структуры, которая постоянно скачет, постоянно меняет место действия. Но мне кажется, для нас важно то, что это был последний рассказ, который Кларк Эштон Смит успел закончить при жизни. И мне кажется, в нем отразилась тоска Кларка Эштона Смита по прошлому. По тому времени, когда были живы Роберт Говард и Говард Лавкрафт, когда у него была их мощная поддержка, когда они активно обсуждали в письмах свои произведения и писали их практически в некотором таком тандеме, когда на него еще не давили жесткие рамки научной фантастики, и он мог выражать себя в творчестве так, как ему хотелось бы. И зная все эти вещи, «Пир Горгоны», конечно, начинает играть совершенно другими красками. Кларк Эштон Смит часто писал на стыке жанров, и в фэнтезийных, и в научно-фантастических рассказах Смита можно найти изрядную долю ужасов. Но вот как будто чисто ужастиковых рассказов у Смита оказывается не так уж и много, и они не являются какими-то знаковыми для его творчества. Единственное, что про них можно сказать, это то, что вдохновение для них Смит черпал в своих снах. В биографии я вам уже рассказывала, что как-то, будучи еще молодым человеком, он отправился в гости к Джорджу Стерлингу. Там он сильно заболел, сам он считал, что это был туберкулез, но сейчас уже сложно сказать. Как бы то ни было, во время этой болезни он видел очень страшные, очень яркие, очень горячечные сны. И как раз таки из этих снов он черпал вдохновение еще долгие годы вперед. Еще одной интересной особенностью ужастиковых рассказов Смита является то, что как раз-таки в них он очень часто помещал все действие в какие-то реальные локации. Так, например, Смит был очень поздним ребенком, и его отец Тимеус очень много путешествовал до рождения сына. Иногда говорят, что это было даже кругосветное путешествие. В частности, маленького Кларка Эштона Смита очень впечатлили рассказы Тимеуса о Бразилии. И вот, например, вот это вот впечатление вылились в рассказ «Семена из склепа», в котором ботаники в Бразилии находят в джунглях какие-то семена, которые им лучше было бы не находить, ради их же собственного блага. Кроме того, соседнюю гряду Болдер-Рич Кларк Эштон Смит, например, описал в рассказе «Девятый скелет». Как раз таки в эту горную гряду он очень часто ходил на пикники со своими приятелями и приятельницами, и эта же горная гряда еще будет фигурировать в других рассказах Смита. Кроме того, у Смита есть рассказы и в таком классическом британском духе истории о привидениях, например, рассказ «Гениус Локи», о котором мы тоже с вами говорили. Конечно же, будучи близким другом Говарда Филлипса Лавкрафта, Кларк Эштон Смит совершенно не остался в стороне и от мифов Ктулху, написав рассказы «Возвращение чародея» или «Безымянное отродье», которые мы с вами тоже не раз обсуждали. Поэтому здесь я хочу привлечь ваше внимание к рассказу «Попирающий прах». Несмотря на то, что сюжет здесь до некоторой степени предсказуем, зато вот образность может посоперничать с самим домом в порубежье Вильяма Хоупа Ходжсона. Конечно же, в более поздних рассказах Кларк Эштон Смит тоже обращался к каким-то ужастиковым тропам, но там они уже использованы на создание скорее сатирического эффекта. Например, в рассказах «Монстры в ночи» или «Сумасшедший творец» или «Странные тени»
Все эти рассказы довольно-таки забавные и неплохие, но все-таки я бы не советовала читать их в первую очередь, а советовала бы вернуться к ним, когда вы уже полюбили более знаковые вещи Смита. Мне кажется, что из всего, что писал Кларк Эштон Смит, научная фантастика вызывала в нем меньше всего интереса. Но реалии журнального рынка того времени были таковы, что если автор хотел зарабатывать своим трудом, то ему нет-нет да приходилось играть на поле научной фантастики. Надо сказать, что во времена Кларка Эштона Смита жанр научной фантастики только-только становился и только-только вырабатывал какие-то свои критерии. И даже названия-то толком у него не было, и все его описывали кто во что гораст. Поэтому у Кларка Эштона Смита все-таки получалось пронести в научную фантастику какие-то элементы и фэнтези, и страшной литературы. Но, конечно же, не всем такой подход нравился и был близок. Например, небезызвестный Форест Акерман несколько раз даже успел поныть в рубрике писем читателей о том, что сколько можно принимать вот эти вот непонятные рассказы Кларка Эштона Смита. Нужно больше твердой научной фантастики, а Кларка Эштона Смита спихнуть на обочину литературы. В общем-то, все это нытье нисколько не помешало Форесту Акерману через несколько лет приехать в гости к Кларку Эштону Смиту и даже какое-то время побыть его литературным агентом. К счастью же, мнение Фореста Акермана было далеко не единственным, и другие писатели считают, что без Кларка Эштона Смита вообще все лицо современной научной фантастики было бы совершенно иным. Как ни странно, на научную фантастику приходится сразу два цикла, объединенных не местом действия, а персонажем. Одним из таких персонажей является Филипп Хастейн. Как ни странно, Филипп Хастейн – это не какой-нибудь продвинутый ученый или астронавт, а всего лишь писатель странных историй. Причем здесь он выступает даже не столько как писатель, а сколько такой своеобразный оккультный детектив. Каждый раз, когда его приятели попадают в какие-то странные ситуации, они обращаются к Филиппу Хастейну, и тот уже расследует всякую чертовщину. Наверное, сейчас одним из самых любимых рассказов про Филиппа Хастейна является «Охотники из преисподней». Такое переложение модели Пикмана, только вместо картин здесь статуи. Но Говард Филлипс Лавкрафт был на самом деле нисколько не в претензии к Кларку Эштону Смиту. Наоборот, ему забавно было почитать, как еще можно было бы выразить один и тот же сюжет. Но вот у читателей современных Кларку Эштону Смиту про Филиппа Хастейна любимым был совершенно иной рассказ «Город поющего пламени». Его, конечно, относят к научной фантастике, но на самом деле в нем очень много от фэнтези, и, наверное, именно этим этот рассказ и силен. Здесь Филипп Хастейн выступает уже даже не как писатель, а как такой редактор и собиратель. Ему в руки попадает рукопись, оставленная его приятелем. Этот приятель однажды прогуливался по Болдер-Ридж и нашел два столпа, выложенные из камней. Он прошел сквозь эти столпы и оказался в совершенно ином мире, в городе, образованном вокруг поющего пламени. Это поющее пламя, подобно как настоящее пламя приманивает мотыльков, оно тоже приманивает жителей самых разных известных и неизвестных миров. Этот рассказ как будто бы сейчас немножко подзабыт, но тогда он был очень любим. Например, Харлан Эллисон впервые прочитал этот рассказ в библиотечном сборнике и настолько им впечатлился и настолько не смог отпустить этот рассказ, что своровал книгу из библиотеки. А Рэй Брэдбери, например, называет «Город поющего пламени» как основной толчок, побудивший его к созданию марсианских хроник. А вот современные читатели как будто бы все больше тяготеют к марсианскому циклу. На самом деле, по изначальной задумке Кларка Эштона Смита, действие этих рассказов должно было происходить совсем не на Марсе, а на какой-то далекой и неизвестной планете. Но примерно в то же время очень большой популярностью пользовался «Умирающий Марс» Эдгара Райса Бэрроуза, и к тому же самому Кларку Эштону Смиту предложили написать рассказ на чужой сюжет, действие которого происходило на Марсе. Так что, видимо, из-за популярности Марса в культуре того времени Смит и перенес действие своих рассказов на Марс. Но надо сказать, что у Кларка Эштона Смита Марс – это даже не умирающая, а уже давно мертвая планета. На ней, конечно, остались какие-то руины древних цивилизаций, какие-то остатки древних рас, и, в общем-то, все это и привлекает археологов с Земли. Они приезжают на Марс, чтобы углубиться в эти руины, и каждый раз неизменно в этих руинах находят то, что не стоило бы находить. Наверное, одним из самых популярных рассказов этого цикла является рассказ «Склепы Йох-Вомбиса», как раз-таки про таких вот незадачливых археологов. И очень часто говорят, что как раз именно с этого рассказа нужно начинать знакомство вообще с творчеством Кларка Эштона Смита в целом.
А кроме того, недавно мы с одним из подписчиков выяснили, что, скорее всего, склеп Йохвомбиса явился прототипом для фейсхаггеров из «Чужого», а может быть даже и для игры Half-Life. Еще один цикл, объединенный не местом действия, а персонажем, это цикл о капитане Вальмаре. Капитан Вальмар вместе со своим экипажем несется на своем космическом корабле сквозь бездны космоса к далекой-далекой звезде. Это такая уже стандартная антропоцентричная классическая фантастика 30-х с превосходством человека. Вообще, сам Кларк Эштон Смит писал в письме Говарду Филлипсу Лавкрафту, что его вообще не интересует вся эта мифология науки. И, как мне кажется, в этом цикле это очень хорошо видно. Вообще, как мне кажется, цикл про капитана Вальмара – это своеобразная капитуляция Кларка Эштона Смита под требованием рынка, когда его постоянно просили упростить, убрать описание, добавить больше действия. Так вот и все рассказы про Вальмара – это постоянная беготня, перестрелки, спасение, превозмогание и вот это вот все. Мне кажется, этим рассказам не хватает какой-то такой смитовской изюминки, как будто в нем потерялся Кларк Эштон Смит и то, что делало именно его рассказы уникальными. Здесь все рассказы строятся по одному и тому же лекалу. Каждый раз либо сам капитан Вальмар, либо кто-то из его экипажа оказывается на незнакомой планете, подвергается страшным опасностям, спасается, возвращается на корабль и летит к следующей планете. Все вот эти вот сюжеты можно было бы совершенно без ущерба для какого-то бы то ни было смысла и образности перенести в какой-нибудь сериал вроде «Звездного пути». И, к сожалению, для меня цикл о капитане Вальмаре явился, наверное, самым нелюбимым из всего, что я прочитала у Смита. К счастью для нас с вами, Кларк Эштон Смит писал еще и внецикловые научно-фантастические рассказы. И, как мне кажется, именно там стоит искать настоящие жемчужины. Вообще, Кларку Эштону Смиту была присуща такая здоровая доля мизантропии, и вот эта вот вся классическая антропоцентричная научная фантастика ему, конечно, совершенно не шла. Например, в рассказе «Бог астероида» у него получилось как раз-таки развернуть в более мрачную сторону освоение других планет. Также он предупреждал читателя о бегстве в иные миры от своего собственного в рассказе «Планета преображения», а также тут мы можем еще раз передать привет Харлану Эллисону. Также нельзя не отметить и очень приключенческий и сатирический рассказ «Монстр из пророчества», в котором уже вполне себе обычному ординарному человеку предстоит примерить на себя роль настоящего монстра. Не могу не упомянуть рассказ «Планета мертвых», который мне показался настолько меланхоличным, что буквально напоминал мне фильм «Меланхолия» Ларса фон Триера. А вот читая рассказ «Бессмертные Меркурия», я не могла отделаться от ощущения, что здесь за основу был взят сам Роберт Говард. Также Кларка Эштона Смита очень интересовала тема путешествий во времени, и он написал сразу несколько рассказов, посвященных этому сюжету. Но, что приятно, каждый раз этот сюжет он подавал немножко под иным соусом, поэтому лично я не успевала заскучать, читая многочисленные рассказы про вжух во времени. Но на самом деле, несмотря на такое вот разнообразие, Кларку Эштону Смиту все-таки не удавалось выразить свои идеи так, как он того хотел бы. В научно-фантастических журналах от него требовали меньше описаний и больше действия. В Weird Tales вроде как мирились с описаниями, но все равно требовали как-то писать попроще и менее откровенно. Поэтому последние свои рассказы Кларк Эштон Смит уже напрямую начал называть паденной работой и все больше и больше разочаровывался в издательском бизнесе. И вот в конце 30-х Weird Tales покупает новый владелец, Уильям Делейни. Первое, что делает Делейни, это дает интервью о новой политике журнала. В интервью он говорит, что Weird Tales продолжит публиковать страшные рассказы, будоражащие читателя, но на его страницах совершенно не будет места отвратительным рассказам, которые невозможно читать без знания 3 иностранных языков и толкового словаря. Конечно же, это все воспринималось как прямой выпад в сторону Кларка Эштона Смита. Вообще, надо отдать Уильяму Делейни должное. Он был очень образованным человеком, но в то же время ревностным католиком. И его взгляд на жизнь, конечно же, очень контрастировал со взглядом на жизнь Кларка Эштона Смита. Впоследствии оказалось, что действительно, только-только приняв дела, Делейни начал перечитывать рассказы, принятые к публикации. И первым же рассказом, который попал к нему в руки, было «Пришествие белого червя». Делейни пришел в такой ужас, что вот, в общем-то, и дал это интервью. Кларк Эштон Смит был, конечно, абсолютно потрясен и абсолютно уничтожен подобным вот подходом Делейни. Он решил, что он больше не хочет писать прозу, но на тот момент у него оставалось 2 законченных, но не проданных рассказа. Эти рассказы он отдал Хоффману Прайсу со словами «да хоть сожги ты их».
Сейчас имя Хоффмана Прайса нам известно разве что, наверное, как имя человека, который единственный вживую видел всех трех писателей, и Говарда Лавкрафта, и Роберта Говарда, и Кларка Эштона Смита. Но тогда Хоффман Прайс был вполне себе плодовитым писателем, который сотрудничал, наверное, практически со всеми бульварными журналами, которые на тот момент были. В частности, он сотрудничал с одним пикантным журналом. В этот журнал он решил пристроить произведения Смита. Он выкинул из рассказов все слова длиннее 2 слогов, добавил туда перчинки и продал их, разделив прибыль 2-3 в пользу Кларка Эштона Смита. Но даже после всех преобразований Хоффмана Прайса в рассказах The House of Monoceros и Заря раздора все равно остается ощущение такой мизантропии и разочарованности Кларка Эштона Смита. К сожалению, на этих 2 рассказах по большому счету и закончилась большая прозаическая карьера Кларка Эштона Смита. Но прежде чем расстаться с писателем, давайте посмотрим, с чего он начинал. Кларк Эштон Смит начал очень рано читать. На первых порах он, конечно, читал сказки Ганса Христиана Андерсена, сказки «Тысячи и одной ночи», но самое большое влияние на него, конечно, оказали рассказы Эдгара Аллана По. Свои рассказы Кларк Эштон Смит начал писать в возрасте где-то 12 лет, и тогда он очень явно ориентировался на заветы По. По считал, что все в рассказе должно быть подчинено какой-то одной конкретной цели. Рассказ должен быть максимально короток, все в нем должно быть подчинено этой цели и просто нестись вперед, как паровоз к этой цели. На первых порах рассказы Смита такими и были, это потом он уже стал немножко отходить от этой формулы. Надо сказать, что первые рассказы Смиту даже удалось продать вполне в профессиональные журналы. Это вроде таких рассказов, как «Малайский Крис», «Махаут», «The Raja and the Tiger», «Призрак Мохаммед-Дина». Но, конечно, это все еще были довольно-таки юношеские произведения, и это было очень заметно. Впоследствии, где-то около 30-го года, редактор Weird Tales Фрэнсворт Райт начал редактировать еще один журнал, как раз посвященный восточным мотивам – The Magic Carpet Magazine. И тогда он предложил Кларку Эштону Смиту попробовать себя в восточном антураже. Кларк Эштон Смит, например, переработал рассказ «Махаут» в рассказ «Карах слоном» и продал его в журнал. Кроме того, он написал и несколько оригинальных произведений, вроде «Поцелуя Зораиды». Также надо отметить, что в восточном антураже он дописал несколько произведений по чужим наработкам. Так, например, «Царствие червя» рассказывает нам о судьбе Джона Мандевиля. Кроме того, Смит дописал незаконченным Уильямом Бекфордом эпизод о Ватаке. Но, наверное, самым удачным рассказом в восточном антураже лично я считаю рассказ «Гуль». Во-первых, это, пожалуй, практически единственный рассказ из всех восточных рассказов Смита, в котором есть доля мистики, в общем-то, вот этот вот «Гуль» из арабских легенд. Но кроме вот этой доли мистики, здесь есть и человеческая драма, и тяжесть очень непростого выбора, и все вот эти мотивы, как мне кажется, супер удачно сплетаются в рассказе «Гуль». Также, говоря о юношеском творчестве Кларка Эштона Смита, нельзя не отметить, что именно на этот период приходятся 2 единственных произведения большой формы – роман «Черные бриллианты» и повесть «Меч Загана». Их он написал, когда Кларку Эштону Смиту было лет 15-17, и это, конечно, по произведениям чувствуется. В них есть немножко такой шероховатости, но все-таки это произведения, которые молодой человек написал полностью. В них есть завязка, кульминация, сюжет, в них есть консистентные персонажи, которым, в общем-то, немножко не хватает развития, но не все же сразу. И под конец давайте быстренько пройдемся по пикантным реалистичным рассказам Кларка Эштона Смита. На такие рассказы приходится 2 периода в творчестве Смита. Первый из них – это начало 20-х годов, когда Кларк Эштон Смит считал себя еще поэтом и думать не думал ни о какой прозе. Но поэтом Смит вечно был бедствующим, поэтому Джордж Стерлинг, его наставник, сотрудничавший с одним из пикантных журналов, предложил Смиту написать быстренькие, простенькие такие рассказы в пикантном стиле. Так из-под пера Смита вышли рассказы «Идеальная женщина», «Что-то новенькое» и «Флирт». Рассказы эти, конечно, очевидно юношеские, очевидно такие сомнительные, и большого какого-то художественного значения в них искать не стоит. Но, в общем-то, и сам Смит к ним всерьез не относился и быстро это дело бросил. Вплоть до того момента, пока Женевьева Салли и Говард Филлипс Лавкрафт не уговорили его писать уже страшные рассказы. Второй период приходится уже на конец 20-х годов. Тогда вечно бедствующий Кларк Эштон Смит опять попытался расширить рынки сбыта и заработать лишних долларов.
В этот момент он написал рассказы «Шах и мат», «Попугай» и «Томик Бёрнса». Эти рассказы уже, конечно, очевидно более зрелые, и на самом деле их даже, строго говоря, пикантными не назовешь. Это скорее такие рассказы с неожиданной концовкой, вроде «О Генри» или «Ролда Даля». Эти рассказы, конечно, не так плохи, как юношеские произведения, но все-таки я бы не советовала начинать с них. Они вообще нисколько не отражают все величие Кларка Эштона Смита и рассказы скорее даже третьего, а не второго эшелона. Ну вот мы с вами и рассмотрели основные вехи творчества Кларка Эштона Смита. А возможно, вы даже уже наметили для себя какие-то произведения, которые хотите прочитать. И тут, конечно, возникает закономерный вопрос, а в каких изданиях лучше читать Кларка Эштона Смита? Я бы хотела вам на него ответить как-то разумно, но, к сожалению, я ни одно бумажное издание Кларка Эштона Смита в руках не держала. Я все читала на английском языке на официальном сайте The Eldridge Duck. Но все-таки я провела некоторые исследования. И я надеюсь, в комментариях вы дополните мое исследование и напишите, если у вас есть физические книги, какие в них есть плюсы и какие в них есть минусы. То, что я вижу, исходя из информации в интернете, так это то, что есть 3 основных издания Кларка Эштона Смита. Вообще-то Кларка Эштона Смита не то чтобы активно переиздают, и это касается как русскоязычного сегмента, так и англоязычного. Поэтому 3 издания — это на самом деле даже роскошь. В общем-то, у 2 изданий довольно-таки похожие плюсы и минусы. Это издания от лаборатории фантастики и от библиотеки фантастики и приключений. Оба эти издания, насколько я понимаю, объединяют рассказы по принципу циклов. Но минусы у них в том, что это довольно малотиражные издания, и выходили они уже некоторое время назад. Поэтому, скорее всего, найти их будет несколько сложновато. Третье издание – это 2-томник от Азбука «Большие книги». Насколько я понимаю, это издание – это перевод 5-томника от Nightshade Books. В англоязычном мире вот это 5-томное издание плюс еще один дополнительный том считаются самым полным изданием Кларка Эштона Смита в принципе когда-либо выходившим. Там редакторы проверили все тексты на наличие ошибок, дополнили это все сносками, предисловиями, послесловиями. Но опять же я не знаю, сколько из вот этого всего перенеслось в русскоязычные издания. Единственное, что я вот так вот могу отметить сходу из минусов обоих этих изданий, это то, что здесь рассказы расположены в хронологическом порядке их написания и публикации. Для исследователей такое, безусловно, удобно, потому что можно проследить, как менялся стиль Кларка Эштона Смита, как менялись темы, но вот для начинающих читателей, мне кажется, это не супер оптимально. В конце концов, если вы прочитаете какой-нибудь «Девятый скелет» или «Огненных призраков» первыми, вряд ли вы так уж захотите знакомиться со всем остальным. Поэтому я вам советую определять порядок чтения самостоятельно, исходя из своих каких-то предпочтений и интересов. И тогда ваше знакомство с Кларком Эштоном Смитом пройдет просто идеально. Надеюсь, мой гид вам в этом поможет. И напоминаю, что ссылка на схему будет в описании и в закрепленном первом комментарии. Но вы в комментариях тоже можете дополнить мой гид. В конце концов, я только-только затронула произведения, о которых можно говорить еще очень и очень много, и совсем не затронула другие произведения, о которых обязательно нужно было бы сказать, но просто в силу ограничения времени у меня этого не получилось. Поэтому я думаю, что ваши комментарии сделают этот гид только полнее. Ну а я на сегодня буду заканчивать с Кларком Эштоном Смитом. А дальше я перехожу к Фрэнку Белнапу-Лонгу. К сожалению, я не считаю Фрэнка Белнапа-Лонга таким уж хорошим писателем. И, судя по всему, не только я, потому что переизданий Лонга не то чтобы много, биография о нем как будто бы вообще не написана. И я предвижу некоторые трудности. Тем не менее, Фрэнка Белнапа-Лонга никак нельзя обойти вниманием. В конце концов, он был первым автором, помимо Говарда Филлипса Лавкрафта, конечно, который начал писать рассказы в рамках мифов Ктулху. Поэтому его нужно прочитать совершенно обязательно. Но на сегодня в любом случае я буду заканчивать. Всем пока и до встречи!